Yeah, people, привет всем, меня зовут Максим Борщ, и мы с вами все еще занимаемся нелегальным дрифтом. Данный ролик был выпущен при поддержке компании 1xBet. 1xBet это всегда самые высокие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Кстати, мои друзья из 1xBet сделали для вас крутой промокод Борщ Story. Он дает вам до $100 на первый депозит. Ну что, мы начинаем. Вот и прошли выходные, мы снова с вами в Custom Store. Суба уже поднимается, Жека уже довольный. Ну, Жека, ну улыбнись. Сейчас посмотрим, что там куда отвалилось. Мы с вами уже видели, но сейчас подробно разглядим, почему, зачем и как, и что мы с этим сегодня будем делать. Вообще полностью разбило, да, резинки? Да все, я еще это тогда понял. Вопрос по крышке. Почему так много масла? Да, лопнула крышка. Лопнула? Угу. Подсняли траверсу, вот что произошло. Из вот такого состояния вот такое. Тупо резинки разбились. Скинули пациента. Ну, короче, досталось ему вот в этой шпильке прям плотно. Лопнул. Лопнула крышка. В остальном все, кстати, вроде бы даже ок. Загнула обе шпильки. И это не очень хорошо. А эту, которая не лопнула, загнула еще сильнее. Ну, тут все работает нормально. Очередное утро начинается с Якута. Помимо того, что сделали вот такие вот красивые мне сайлент-блоки, так еще и шпилечку поправили. Нравится. Спасибо, Якут и команда. Очень круто. Вкинули редуктор с новой крышкой, видите, с каким теперь охлаждением мощным. Теперь вся подвеска здесь на алюминии, что подрамник вот здесь на алюминии, что редуктор здесь и здесь на алюминии. Сейчас траверсу подкинем. И должно все быть крепко. Алюминий не разобьет, как резину, и будет нормальные 4 точки. И, как мне кажется, все должно быть круто. Мы с ним выкатимся, и все пройдет успешно. После очередного синего марафона я наконец-то пришел в себя. У нас в эти выходные будет движ, называется Drift Expo. Мы поедем в Мечково, опять в Москву. И мне немножко нужно подготовить Субу. Потому что сливы я, конечно же, подготовить не успеваю никак. За мной уже Friends Garage, и мы идем плавно подготавливать малыху к выезду. Нужно посмотреть, что там у меня с Гуром, который ссал как мог в прошлом Мечково, но я его не поменял, потому что когда ездишь, он работает, а когда дрифтуешь, он начинает люто ссать. Тут, естественно, все в масле. Сейчас мы это все дело скинем, подкинем контрактный. Ну и поставлю какие-нибудь супер крутые шайбы с внутренним манжетом под банджо-болт, как раз откуда все из ссала. А может, из-под шкива этот, кстати, писан. Непонятно, короче, откуда и что, поэтому я решил поменять Гур, поставить крутые шайбы, которые мне, кстати, еще нужно будет сегодня купить. Ну а так, что, готовим машину и прям в Москву. По старой схеме, чтобы поменять Гур, надо было скинуть радиатор. Вон он уже в углу. Сейчас Митя спокойно доберется до Гура. Пару болтов тут, пару болтов там. И он останется у нас в руках. Я уже съездил в магаз и купил пару вот таких вот колец с манжетами или с резиночками, или как-то так это все дело называется. И все будет очень даже круто. Вот такие у нас махинации. Это мой старый, это мой новый. Сейчас мы их там заколлаборируем по полной. И все это дело будет работать на машине. Немножко намыли, немножко напидорили. И вот такого красавчика засовываем на место. Раз, два, три, и новый контрактный Гур на месте. Теперь чистенький, красивый. Надеюсь, что писить не будет. Попробую сегодня затестить, чтобы, если что, завтра перед погрузкой немножко еще подкрутить, подвертеть. Думаю, лучше будет точно, чем в прошлый раз, когда я подливал постоянно Гур каждые 2 круга. Ладно, надеюсь, что сдюжит. С кайфом. 11 вечера, время позднее, но мы только с вами грузимся на автовоз в сторону Москвы. Как вы можете лицезреть, никого нет. По итогу мы с вами залезаем последними на этот автовоз. Я надеюсь, что получится залезть, даже не снимая бампер. Как считаете, получится? Сейчас будем пробовать. Не-не-не. Я уже понял. Ну ладно, будем скидывать
бампер. Собственно, чик-чик. И бампер уже рядом с тачкой. Держится на паре хомутов и паре клапов. Сейчас мы его уберем. Оп. Полежит тут. Ну все, теперь точно заеду без помех. Сегодня мое утро началось не с кофе, сегодня мое утро началось с Джиохи. Вот на таком транспорте мы с вами отправляемся в Москву. На прицепе та самая лютая 15-я слива на левом руле. Ребята полночи меняли сливе сцепления, ну потому что у нас Леха победитель по жизни, он убийца сцеплений коробок, ну и немножко редукторов. Так что тачка во всеоружии с запасом резины отправляется в Москву. Ну и заодно берет меня на борт как пассажира. Ну то есть я Леху уговорил, чтобы он поехал, чтобы он меня до Москвы довез. Но мы ему об этом не скажем. Дорога по-любому будет крутой, потому что автопоезд у нас огненный. Ну и настроение у меня отличное. Может быть, еще по дороге поснимаем вам всякой фигни. Поболтаем с Лехой, может будет мини-интервью. Ну, от скуки-то делать нечего. Впереди нас ждет часов, наверное, 8. 8 часов чисто по-братски на этом офигенном транспорте. С кайфом. Мы стартуем в МСК. Я думаю, что будет все good. Приятной дороги, Алексей. Свершилось. Джиоха Доехал до М-кафе. Как он долго хотел кушать. М-кафе. Мы сейчас будем жрать. Все, Лёля, пойдем. Леша так долго хотел есть, что взял себе... Что там, первого переворота не будет, но первый укус вы увидите. Пока я ходил за своей едой, за макарошками и котлеткой, он уже сделал первый укус. Посмотрим на другой. Ну вот, плотно подкрепившись макарошками с курицей, съел котлетку, взял с собой ништяков. Ты куда? Все, едем дальше в МСК. Опять пошел дождь. Только от него уехали, и снова он нас догнал. Зато у меня есть сникерс. Отец Алексей, какой раз вы уже заправляете машину по дороге в Москву? Мать твою, третий. Первый раз на 4 косаря в Санкт-Петербурге. Потом посередине на М11 еще на пару рубликов. Сейчас посмотрим, сколько циферки накапают в этот раз. Главное еще говорит такой: да, слышишь, ест немного, 92-й. 92-й говорит дешево. Только забыл сказать, что заправляется 4 раза, походу, по дороге в Москву. Жесть. Да, ребятки, вот это все, конечно, очень красиво, но пиздец как дорого. Говорили тебе брать Вита дизельный 2.2, а ты взял американскую мощь. Короче, у нас тут в МСК первые гости. Собственно, Клим. Он будет сопровождать нас, походу, куда-то. Смотри, у него квадратный номер даже спереди. Ну вот и началась суета. Мы приехали в АДМ, в Мечково. Вон моя Субонька, ее уже сгрузили. Я понимаю, что вам плохо видно. Сейчас я перепаркую тачку. Лехину тачку мы тоже сегодня сгрузим с лафета. И уже со спокойной душой поедем спать. Орги говорят, что надо завтра быть к 7. Но мы же все взрослые люди и понимаем, что я так точно рано не проснусь. Ну а пока займемся моей малыхой. Ну все, моя уже брошена. С этой стороны отец Алексей разгружает свою чудесную сливу 15-ю, зрелую, спелую. У него такие вот тут трапы алюминиевые, красивые. Надеюсь, вам хоть что-то видно. Сейчас мы будем ее скатывать. Четко, Леша, все ровно. Красавчик. Не смотрите на то, что он глохнет. Гоночное сцепление, все дела. Самсонов очень тяжело. Еще и на холодную.
но тачка гонка. Мы расположили наши автомобили. Здесь они будут комкаться. Поставили пока криво, специально, чтобы подзанять нормальное место. Завтра уже будет это все поактивней. Не знаю, видно вам или нет, но мы все уставшие едем в номер, в отель. Мы наконец-то припарковались у своей гостиницы, она здесь рядом. Аврора, чисто по-питерски, 3 звезды. Аврора Хотел, круглосуточно. И идем сюда. Нам, походу, на 3-й этаж. Ну, в общем-то, довольно приличненько. Здравствуйте. У нас тут номер 504, 505. Чисто наша каюта. Ну все, что, по домам. Слушай, на самом деле вполне для трешки прям вообще заебись. Вообще нормал. Все-таки покажу вам наш номер. Зашли, толчок. Дальше вот тут как бы проходишь, и 2 наши кроватки. В принципе, очень цивильно и с кайфом. Леша напил много пива. Вот такой вот он дрифтер. Да, вообще, лютый. Блин, вы даже не представляете, как я не выспался. Заснул кое-как в 5, проснулся кое-как в 8. А вот эта харя затопила в 3 и храпела всю ночь. В смысле храпела? Короче, все, мы выдвигаемся в сторону автодрома. Прощаемся с бильярдным столом, на котором даже не сыграли бильярд. Давай, Лёлик, нажимай, поехали. Нас ждет Макдак. Нас ждет пруф. Тебя ждет пруф. Да. А меня ждет Макдак. Гоу. Так, ворвались в мячик. Поехали, Леха, туда, поехали вот туда. Или поехали сразу туда. Выбирай, куда мы поедем сразу. Нормально, тачек стало больше. Народ жрет Кэфыч. Я хочу крылышко. Ну, в общем, норм. Движ Париж сегодня будет по полной. Вон наши цацы, так что все с кайфом. Схема старая, рабочая. Расставил тачку, иди оформься. Дали какую-то бумажку, надо заполнить. Техком прошел, все ок. Пойду, заполню документ, отдам его. Ну и будем гулять, смотреть, что происходит, и ждать выезда на трассу, на трек. А регистрация аж в самом начале. Супрочка красивая, все такая же, уже несколько лет мне нравится. И, кстати, везде тут очень вкусно пахнет шашлыком. Я уже начинаю хотеть жрать. Отстой. Пока нет больших очередей, покажу, что мы будем здесь кушать. Баранина, курица, свинина, все как надо. Люблю подарки от подписоты. Вот подъехала первая баночка, вот такая красивая, просто приятненько. Что может быть лучше нелегальной бутылочки? Если что, дарите мне пойло. Любое пойло. В общем, не знаю, зачем, но я пришел на брифинг. Тут очень много народу. И пруф вещает. 3 группы на каждом. 2-я, 3-я группа, они будут из основных. Ничего нового на брифинге не услышал, но зато вот бесплатный Red Заезд и съезд через... С кайфом. Пока техпарк попустел, потому что все на брифинге. Немножко пройдусь, посмотрим налево, направо. Смотрите, это частичка моего кореша Хардзе. Ай, братик. Ай, потрогал Владивосток. Ай-яй-яй, ебоши ты рулица. Посмотрим, что тут еще есть. Симпатичная 30-очка. Вот эта малышка очень стильно смотрится. На самом деле тачек очень много. Все их оббежать не будет возможности. Если только попозже раздобуду скейт. И прокачусь по техпарку. Покажу вам чисто на обзорах. Someone there? On my dick, they'll tell me, bitch, what am I supposed to do? Some chick must have snitched about that goose, the nigga robbing boots. I never break a stick in the front of a motherfucking redneck. I be Texas in the big of top around my head dress. Stolen
В последнее время я стал очень дико прикалываться с Volvo, с 240 и с 740, если быть точным. Ну, не уверен, когда именно 740 переделают в пикап. И на самом деле в Инстаграме залипаю последние недели 2-3 на эти тачки. И сегодня в Москве, что я вижу? Я вижу ее. Посмотрите на эту лайбу. Прямиком просто из Швеции. Вот это стилечек. Если честно, для меня очень неожиданно встретить здесь этот автомобиль. Тем более вместе еще с 244, ну, 240 я еще не так сильно в них шарю. Она, конечно, немножко на колхозных телодвижениях. Но эта рыжая штука, это просто что-то с чем-то. Если честно, до конца не понимаю, как это все переделывается, но выглядит это очень мощно. Очень круто. Ну, конечно, любителя. А я, походу, такой глупый любитель. Выглядит очень чумово. Да. Вот это стилечек. Пару ковшей, распорочки. Я как понимаю, такую тачку делают из универсала, переносят кусок крыши. Либо как-то еще, но скорее всего так и есть, потому что ощущение, что там должен быть дворник вон, и походу, ну, это реально задняя часть. Выглядит очень круто. Прям я очень приятно удивлен. Москва умеет удивлять. Ну и, конечно же, я не смог не обратить внимания на рядом стоящую Сиеру. Просто практически идеальная сайрочка. Очень симпатичная, походу хэтчбековская. Вообще просто стилечек. Салончик практически в идеале. Вся тачка практически в идеале. Очень хорошее состояние. Походу это XR4 в оригинале. Очень круто, очень мощно. Катнул пару раз, естественно, поленился вам даже это заснять. Ну, не пару раз, дрифт-такси покатал, там человек 5-6. Катнул с пипой, красный дым вы видели, кое-как там на своем треугольнике. Да неважно, соревновательного процесса нету, поэтому я не переживаю. Сейчас перерыв, и в перерыв я, как обычно, покажу вам настоящих дрифтеров. Это я катал и так закатался, что забыл поснимать вам, как я это делаю. Тренировались с Катенькой. Ездил перед ней, чтобы она за мной замедленным поучилась поездить, чтобы в РДСе поехала получше. Ну и в итоге, как вы видите, погода испортилась. У меня тут небольшая пачка дрифт-такси. Я думаю, что ивент был успешный. Да, Леша? Да, дай мне сюда. Дай парочку, бля, ну дай. Нехило так подзаработав денег. Я, конечно же, сильно проголодался. У меня окончательно сел голос. И мы с отцом Алексеем пришли покушать в гоночное кафе. У него такие явства, у меня такие. С кайфом. Ready to Race довольно крутая тема. Мне второй раз заходит. Один мячиков вообще топчик. Асфальт огонь, ехать приятно. И видон отличный в окне. Мне очень понравилось.